положительную динамику роста. Итак, друзья, подводя итоги, это, наверное, самые такой интересные два слайда. Ну, подводя итоги в целом по провинции, видите, экселевские данные, вот здесь таблица. Сначала мы поговорим о новом жилье, оно расположено, видите, Никосия, здесь исключительно новое жилье класса А и Б. И за месяц, период исследования январь 2026 года, сравниваем с февралем 2026 года. Итак, мы видим, друзья, что за месяц снижения нового жилья в муниципалитете Никосия минус 0,17%. Также мы можем посмотреть старое жилье, муниципалитет Никосия, вот здесь видим, да, CDEF. Оно, старое жилье, за месяц, друзья, выросло на 0,26%. Переходим к старому жилью уже. Почему? Потому что здесь объединенные выборки сделаны. И видим, что в среднем по старому жилью, это CDEF, в в целой провинции Никосия, средняя арифметическая стоимость квадратного метра в феврале достигла 2016 евро. Красная черта, вот здесь мы и разбираем сейчас эти данные. Что показало в измерении месяц сравнительным 0,21% роста. Ну и эти данные вы можете вверху посмотреть, что новое подешевело на 0,17% за месяц, старое подорожало. В целом, по каждому конкретному городу, муниципалитету можете посмотреть в данной табличке. Перечитывать не буду. Ну и, конечно же, завершающий слайд. Вот здесь мы, так, здесь мы смотрим, что произошло на протяжении одного года. И будем разбираться, почему я говорил, что рынок недвижимости в большинстве городов данной провинции ведет себя адекватно. Итак, видим, что новое жилье, это можно вверху дублируются цифры. Переходим к цифрам, которые в табличке. Здесь интереснее, наверное. Новое жилье за год подорожало на 3,62%. Это в городе-муниципалитете Никосия. Индекс положительный, единичка, запятая 0,36. Ну, что такое, друзья, индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменения стоимости недвижимости во времени. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере нового жилья Никосии показываю вам, как считается. Берем 2975, делим на 2871 и получаем динамику роста в процентном соотношении 3,62%. Или положительный индекс единичка, запятая 0,36. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих, друзья, как в Украине, так похоже и на южной части острова Кипр, знаю, как меняется стоимость недвижимости, причем всей недвижимости. Я вам на примере только жилой недвижимости показываю. На самом деле с 2019 года, у меня с 2019 года оцифрованы все данные по острову Кипр, и есть все данные, как ведет и вел себя рынок недвижимости, то есть ретроспектива с 2019 года. Поэтому, друзья, я знаю, еще раз напомню вам, что именно данная категория людей смотрит меня. Наша синергия знаний, в общем-то, помогает и им развиваться в сложном их непростом бизнесе. Ну и, конечно же, мне заниматься наукой и развиваться вместе с компанией Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, посмотрите, в описании данного YouTube-канала есть телефончик Viber, как кипрский, так и есть киевский телефон. Можем созвониться, списаться, друзья, и вы будете точно знать, что происходит с недвижимостью, как меняется стоимость недвижимости во времени, благодаря исследованиям, которые обычно мы делаем раз в квартал для своих контрагентов. Итак, это была реклама, без нее нельзя. Переходим к старому жилью, подводя итоги
февраля 2026 года. Ну, давайте обобщенные данные. В целом видим, что 2016 евро стоимость квадратного метра в феврале 2026 года. В феврале 2025 года мы говорим в целом по провинции 1960 евро за квадратный метр, что показало динамику роста. Друзья, чуть меньше, чем новое жилье, но все равно это 2,85%. Также можете посмотреть, что больше всего подорожала недвижимость в процентном соотношении. Давайте вместе с вами посмотрим. Это у нас Агиос Дометиус на 4,28%. Дальше видим 4,34% за год подорожала недвижимость в Страволосе. Третье место занимает Никосия 4,26%. Ну и дальше видим, что Локотомия у нас 3,27% за год подорожала недвижимость. В Лации, видим, подорожала на 2% за год. А вот почему-то в муниципалитете Дали снижение минус 1,51%. Друзья, но в целом по провинции рост на 2,85% по старому жилью. А теперь давайте поговорим о том, что значит, ну, во-первых, макроэкономические показатели, которые характеризовали прошедший 2025 год. Февраль месяц, сейчас 2026 года, будем отталкиваться от старых данных. Почему? Ну, по первому кварталу я уже буду говорить с новыми цифрами, я имею в виду макроэкономическими показателями, которые планируются на 2026 год. Сейчас говорим о 2025 год. Вверху видите рост ВВП. И вот будем уделять внимание, значит, инфляция, да? Инфляция, видите, я специально поставил 2024 год 2,6, 2025 год, кстати, не опубликовали, обычно в феврале в конце, ну, может, опубликуют в марте. Я предполагаю, что все-таки будет на уровне 2024 года инфляция, может даже и 3%, но не 2%, это точно. Поэтому предположим, что это будет 3%. И, друзья, что такое инфляция? Инфляция – это когда, давайте начнем с закона стоимости очень быстро. Закон о стоимости гласит о следующем, что экономика любая работает адекватно, если количество выпущенных товаров и услуг соответствует количеству находящихся в обороте денег. То есть это и фиатная валюта, ну, деньги бумажные, так и есть финансовый агрегат М0, М1, М2 и так далее. То есть все деньги, которые находятся в обороте, они должны соответствовать выпущенным товарам и услугам. Как только начинают печатать новые деньги, еще их называли в свое время в 2019 году, так сказать, экономисты, вертолетными деньги, которые не обеспечены выпущенными товарами и услугами, то за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг. Напомню, недвижимость является таким же товаром. То есть я предполагаю, что вот деньги обесценились на 3% в экономике острова Кипр, южной его части. Это прошедший 2026 год. А вот недвижимость при всем при этом, помните, за обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг. То есть недвижимость должна дорожать как минимум на 3% или вот эти заявленные 2%. Ну, будем говорить 3%. Так вот, смотрите, люди, которые имеют во владении новое жилье в Никосии, я могу вас поздравить, что ваша недвижимость не только не подешевела, видимо, она выросла на 3,62%. То есть она еще даже немножко подросла в стоимости. То есть вот это и называется адекватное поведение рынка. Ну и старое жилье в принципе не подешевело точно, потому что 2,85% за год, но не подорожало, друзья. Это уже хорошо. С марта месяца я буду давать вам показатели по доходности жилой недвижимости. Будем говорить о пассивном доходе. Это более интересная будет информация для людей, которые планируют покупать недвижимость для того, чтобы не просто в ней жить, а получать пассивный доход. Такая категория инвесторов тоже присутствует. Но вот люди, которые приобретали недвижимость в муниципалитете Дали, они, в общем-то, видите,
Не угадали. Здесь мы видим снижение в годовом измерении на 1,51%. Снижение стоимости квадратного метра. Итак, друзья, объяснил вам, да, надеюсь, что такое закон стоимости, как он влияет на поведение рынка, насколько адекватно, неадекватно вел себя рынок жилой недвижимости в целой провинции. А теперь, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью на острове Кипр, вам, друзья, что необходимо сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также, друзья, можете мне писать ну, вопросы какие-то, да, можете какие-то пожелания, возможно, какие-то темы, которые связаны с анализом рынка недвижимости, вас интересуют. Я с удовольствием рассмотрю ваши, так сказать, предложения и, возможно, запишу видео. Не пишите только, пожалуйста, что я должен снимать там какие-то эти видео про продажу там недвижимости в каких-то жилых комплексах. Друзья, я не риэлтор. Ну, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я вот просто не риэлтор, я не продаю недвижимость, как мне кто-то недавно написал. Поэтому я занимаюсь наукой, мне интересно разбираться в процессах, которые происходят с недвижимостью. Наверняка меня смотрят люди, которым это тоже интересно. Поэтому, если это связано с исследованиями недвижимости, того или иного сегмента, я с удовольствием могу, в общем-то, откликнуться на ваши пожелания и какой-то новый формат, возможно, записать видео. А пока, друзья, пришло время прощаться. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал. Ну и вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости. Острова Кипр. Да, друзья, кстати, компания Олимп Консалтинг, хоть название Олимп, но это киевская компания. То есть я работаю, так сказать, удаленно, да, юрисдикция нахождения моей организации является Украина. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.